Панно из березовой фанеры. По краю я уложила бордюр из древесной пульпы, который сделала с помощью молда. Немножечко запатинировала акриловой краской. Сюда я буду наносить штукатурку. Я подобрала вот такие вот цвета. Такой песочный, корица и ментоловый. Основной цвет у меня будет песочный. Его я наношу такими грубыми мазками. По всей поверхности, аккуратно возле краешка нужно нанести. Теперь понемногу добавляем еще два цвета. Мы набираем на мастихин. Здесь немножечко у нас уже это основание подсохло, но не полностью. И теперь в том месте, где мы хотим какой-то другой цветовой оттенок, мы ставим мастихин со штукатуркой. И не надавливая, вот таким вот образом проводим. Протираем мастихин и поправляем. Набираем. Получается вот такое интересное структурная поверхность, которую после высыхания еще я немного зашлифую наждачной бумагой. На этом панно я предлагаю сделать вот такой вот цветочек. То ли это хризантема, то ли это георгин. Ну, в общем, вот такого вида. Его можно сделать более интересным. Здесь он у меня однотонный, но тоже прекрасно смотрится. Я предлагаю сделать со сложными цветами. То есть это у меня будет середина, потом будет бледный зеленый и дальше сам цвет цветочка. Опять-таки переход. Как обычно для перехода я использую основной цвет, в который постепенно добавляю все больше и больше белого. Так получается плавный красивый переход. Эти цвета можно поменять местами, то есть можно начать вот так вот с самого светлого и потом постепенно добавлять яркости. Так тоже будет красиво. Но я все же сделаю вот так. Давайте приступать. Масса — это клявель ривьера, загущенная крахмалом до состояния теста. Храню я ее в полиэтиленовом пакете и в плотно закрытой баночке. Хранится достаточно долго. Также мне понадобится мастихин и влажный и сухие салфетки, ну и, соответственно, клей ПВА. Приступаем к формированию цветочка я с серединки. Серединку я катаю просто в шарик. У меня это насыщенный зеленый цвет. И для удобства формирования цветочка я использую баночку. Серединку устанавливаю, даже лучше сделать будет вот так. Подложка на подложку, серединка. Это все я устанавливаю на баночку и пока откладываю в сторону. Приступаю к формированию лепестков. Немного сформирую лепестков такого же насыщенного зеленого цвета. Для этого я скатаю колбаску. И
И вот так ее оставляю. А от этой колбаски я буду отщипывать лепесточки. Чтобы моя колбаска не засыхала, я обязательно накрою ее влажной салфеткой. Я начинаю формировать лепесточки. Для этого я буду использовать мастихин рыбка. У меня это фирма Vista Artista номер 11. Можете использовать любой вот такой вот мастихин. Он, как правило, называется рыбка. Этим мастихином я вот так наискосок отщипываю от колбаски кусочек, перекладываю на сухую салфетку, далее смачиваю мастихин в воде, но не сильно, и вот таким вот образом формирую лепесточек на сухой салфеточке. Сформированный готовый лепесток я перекладываю на другую салфетку сухую, где он у меня будет досыхать. Итак, формирую некоторое количество лепестков, ну, примерно штучек, наверное, 10. Отщипываю, перекладываю на сухую салфетку, формирую влажным мастихином лепесток. Слишком много влаги добавлять ни в коем случае нельзя. Лепесточки делаю рельефными. Аккуратно снимаю и перекладываю досыхать. Уже сформированные и подсохшие лепестки я с помощью клея начинаю крепить к серединке. Промазываю кисточкой. Можно сразу промазать в нескольких местах. Серединка готова. Теперь я продолжу закрывать ее более светлым цветом. Проделаю со светлым цветом все то же самое.
Далее я беру самый насыщенный цвет. Все точно так же катаю из него колбаску, прикрываю ее влажной салфеткой для того, чтобы она не подсыхала и я могла формировать лепестки. Беру сухую салфетку, отщипываю небольшую часть и формирую из нее лепесток. И точно так же укладываю его просушиться на сухую салфетку. Таких лепестков, если в первом ряду я делала примерно 10-11, во втором ряду примерно 15, то в третьем ряду это уже будет около 20. Набираю таких 20 лепестков. Беру еще на тон светлее цвет. Этот цвет я еще буду формировать лепестки к центру, а уже следующие два цвета лепестки будут вывернуты от центра. Я беру еще более светлый цвет розового и я сделаю рядок лепестков, которые будут направлены к центру цветочка, а следующий рядок уже будет направлен от центра. Лепестки я уже начинаю делать более крупного размера, нежели были раньше, потому что от центра лепестки становятся крупнее. Здесь все точно так же. Я отщипываю кусочек, укладываю его на салфетку, смачиваю мастихин водой. И
и формирую лепесточек. И, конечно же, даю лепестку время подсохнуть. Таких лепестков мне нужно сделать примерно штучек 25. Приступаем. Первый слой лепестков светлого цвета у меня будут направлены к середине цветочка. Второй слой лепестков светло-розового цвета мы укладываем уже смотрящими от центра. Здесь, когда мы укладывали вот эти все слои, мы лицевой стороной лепестка с рельефом загибали его вот так наверх. Теперь же нам нужно вот эту лицевую сторону развернуть вот таким образом. Мы ее крепим. И немного она у нас загибается от центра. Так по кругу укладываем лепестки. Сейчас я сформирую последние два ряда лепестков. Здесь у меня самый светлый цвет. Эти лепестки я тоже сформирую вот здесь, не на панно. То есть практически весь цветочек я формирую на вот такой вот баночке, а потом уже его буду устанавливать на его основное место. Приступаю к формированию последних лепестков. Эти лепестки у меня должны быть размером еще больше, чем вот эти. Все точно так же, просто я отщипываю кусочек побольше. Слишком тонкий лепесток я стараюсь не делать, для того, чтобы он у меня хорошо держал форму. И точно так же сформированные лепестки я укладываю для просушки на некоторое время просто на сухую салфетку. Таких лепестков нужно сформировать примерно штучек 25. Укладываем последние два слоя. Точно так же стараемся попасть между лепестков.
И последний слой также мы укладываем между лепестков предыдущего ряда. Когда мы закрепим наш цветок на панно, там мы, возможно, еще добавим лепестков. Цветочек полностью готов, ему нужно дать время немножечко подсохнуть, чтобы нам удобно было его зафиксировать на панно. Я заготовила уже два таких цветочка. Один вот тот, который мы делали вместе с вами, он крупнее, и один чуть поменьше. Еще сделаю третий, такой как будто бы бутон. Ну или совсем маленький цветочек. И сейчас я их буду крепить. Прикрепить мне хочется их примерно как-то вот так. Для этого я на место крепления намажу штукатурки. Я воспользуюсь такой же цветной штукатуркой, как у меня основание. Один край цветочка будет чуть-чуть выше, чем второй, поэтому мне нужно таким образом сделать подложку. Подложку я тоже промажу немного клеем. Устанавливаем цветочек. И хорошенько мастихином все это закрепляем. Лепестки расправляем. Можно добавить еще лепестков, сделать наши цветочки еще более пышными. Но мне кажется, достаточно. Еще я добавлю сюда этот маленький цветочек и листвы. Все-таки подумала и решила, что я добавлю еще нижних лепестков цветочку. Здесь все просто. Промазываем клеем. Берем лепесток, укладываем его и закрепляем мастихином. Формирую листочек хризантемы. Я буду использовать мастихин рыбка и при помощи мастихина формировать листочек. Набираю на мастихин штукатурку. Вот так, не слежу, чтобы он был слишком тонкий, либо какой-то слишком ровный. Сухая салфетка. Я ее фиксирую на пальце, чтобы она у меня не съезжала. И вот так снимаю на сухую салфетку
набранный листочек. Поправляю его. Набираю еще немного. И вот этой стороной, которая у меня выходит, я укладываю вот так. С этой стороны тоже добавлю. С этой стороны тоже уложила и поправляю. Теперь добавлю еще. Набираю побольше лепесток. Здесь я могу его сделать Теперь все разглаживаю мастихином, смоченным в водичке. Если мне где-то хочется, можно еще добавить, например, такой совсем маленький. Добавляем рельеф. Оставляем немного этот лепесток закрепиться, подсохнуть, и затем мы его будем укладывать на панно. Когда листочки подсохли, нам легко будет их уложить при помощи клея ПВА в нужном нам месте. Я уже завершила работу с хризантемами. Очень довольна результатом. На мой взгляд, мне удалось передать какие-то особенности этого цветочка. Очень красиво смотрится, очень объемный, очень пышный. Сделать такой цветочек достаточно просто. И даже практически мы не вымазываем ручки. Очень красиво. Пробуйте, пожалуйста. Я думаю, что все получится. Спасибо большое, что остаетесь на моем канале. Ну и до встречи на новых мастер-классах. Всем пока!